Царь Индра сказал: «О Верховный Господь, Ты наш Спаситель и Защитник. Ты отобрал у Хираньякашипу и вернул предназначенные нам жертвенные дары, которые на самом деле принадлежат Тебе. Наши сердца – это Твои обители, но Хираньякашипу, грозный царь демонов, захватил их. Ты же, появившись перед нами, рассеял царивший в наших сердцах мрак и уныние. О Господь, преданное служение выше, чем освобождение от материального рабства. Поэтому тем, кто неустанно служит Тебе, любые мирские блага кажутся ничтожными. Такие души не стремятся даже к освобождению, не говоря уже о каме, артхе и дхарме». Комментарий Шрилы Прабхупады. В материальном мире есть два типа людей – деваты, полубоги, и асуры, демоны. Хотя полубоги привязаны к материальным удовольствиям, они преданы Господу и действуют в соответствии с ведическими предписаниями. Когда же миром правил Хираньякашипу, никто не мог спокойно выполнять предписанные в Ведах повседневные обязанности. Хираньякашипу причинял полубогам много беспокойств, но теперь он был убит, и полубоги вздохнули с облегчением. Поскольку в Кали-югу миром правят в основном демоны, жизнь преданных полна тревог. Преданные не имеют возможности совершать ягью и питаться остатками пищи, предложенной Господу Вишну. В сердце у полубогов царит страх перед демонами, и из-за этого они не могут думать о Верховной Личности Бога. Но полубоги всегда должны быть погружены в мысли о Господе. В Бхагавад-гите 6.47 Господь говорит: «Йоги намапи сарвишам мат гатенантар атма шрадаван баджате ямам сами юкта тамо матага». Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающим в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Чтобы стать совершенными йогами, полубоги стремятся все свои мысли обратить к Верховной Личности Бога. Но из-за беспокойств, которые причиняют им демоны, они вынуждены все время думать о действиях демонов. Таким образом, их сердца, призванные быть обителью Верховного Господа, по сути дела оказываются во власти асуров. Когда Хираньякашипу был убит, все полубоги почувствовали облегчение, и теперь ничто не мешало им думать о Боге. Кроме того, они могли вновь получать плоды жертвоприношений и быть счастливыми даже в материальном мире. Еще раз. Царь Индра сказал: «О Верховный Господь, Ты наш Спаситель и Защитник. Ты отобрал у Хираньякашипу и вернул предназначенные нам жертвенные дары, которые на самом деле принадлежат Тебе. Наши сердца – это Твои обители, но Хираньякашипу, грозный царь демонов, захватил их. Ты же, появившись перед нами, рассеял царившие в наших сердцах мрак и уныние. О Господь, преданное служение выше, чем освобождение от материального рабства. Поэтому тем, кто неустанно служит Тебе, любые мирские блага кажутся ничтожными. Такие души не стремятся даже к освобождению, не говоря уже о каме, артхе и дхарме». So this is constantly going on in the material world, a conflict between demons and demigods. В материальном мире постоянно наблюдаем этот конфликт между полубогами и демонами. And in this case, of course, the demons became extremely powerful. И в этом случае демоны стали в высшей степени могущественными. Generally, devotees, demigods are very peace-loving people. Обычно преданные полубоги – это очень миролюбивые люди. They are interested in spiritual life and thinking of the Lord, serving the Lord. Интересующиеся духовной жизнью, размышлениями о Господе, служением Ему. Generally, they don't have any kind of ill intention or bad feelings towards others. У них обычно нет никаких дурных
намерений или плохих мыслей о других. Because they're experiencing spiritual satisfaction through the process of Krishna consciousness. Поскольку они испытывают духовное удовлетворение благодаря процессу преданного служения. But the nature of demons is that they're always agitated by various kinds of material desires. Но природа демонов такова, что они постоянно обеспокоены различными материальными желаниями. Different kinds of hankerings and lamentations. Постоянно о чем-то скорбят и чего-то желают. And always trying to manipulate the material energy for their own enjoyment. Всегда стараются эксплуатировать материальную энергию для своего собственного наслаждения. And they don't care, so much about others. They can behave very cruelly with others. И о других они обычно не думают и могут даже поступить с ними очень жестоко. Just like we see nowadays in Kali Yuga, so many conflicts, so many wars. Как вот сейчас мы видим в Кали-югу, столько конфликтов, столько войн. And so many kind of atrocities which are committed during those wars. И во время этих войн происходит очень много ужасных вещей. So this is a demonic mentality. Таково демоническое настроение. Just to do anything for their own enjoyment, their own satisfaction. Такие люди могут сделать что угодно ради своего наслаждения и удовлетворения. Just as Hiranyakashipu, he didn't care for the suffering of others. Как Хираньякашипу, он не думал о страданиях других. He just was interested in his own self-aggrandizement. Он был озабочен только лишь собственным возвеличиванием, His own sense enjoyment. чувственным наслаждением. And for that he killed so many cows, brahmanas, devotees. Ради этого он убил множество браманов, преданных коров. And was ready to kill his own son. И готов был убить своего собственного сына. I mean, that's a very extreme case of demonic consciousness. Такой вот крайний случай демонического настроения. Normally parents are very affectionate and protective of their children. Обычно-то родители очень любят своих детей и защищают их всячески. So to try to kill one's own child, this is what's considered extremely hellish mentality. И стараться убить своего собственного ребенка — это такое адское настроение. But this Hiranyakashipu, he enjoyed harassing others. Но Хираньякашипу фактически получал удовольствие, доставляя другим неприятности. To show how powerful he was. Показывая, насколько он могуч. To subjugate the demigods. Подчинил себе всех полубогов. So naturally the demigods were very disturbed. Естественно, полубоги были очень обеспокоены всем этим. They couldn't peacefully meditate on the Lord. Они не могли спокойно медитировать на Господа. As explained in this verse, their hearts were overtaken or occupied by this fear of Hiranyakashipu. Как сказано в этом стихе, их сердца были захвачены вот этим страхом перед Хираньякашипу. Of course, in that condition also they were thinking of the Lord. И, безусловно, и даже в этом состоянии не думали о Господе. Because a devotee by nature takes shelter of the Lord in all circumstances. Поскольку по природе своей преданные принимают убежище у Господа во всех обстоятельствах. And these kind of dangerous situations can also intensify the devotee's attachment to the Lord. И такого рода ситуации могут даже усилить медитацию преданных на Господа. As for example, Queen Kunti. Как, например, царица Кунти. In her prayers she expresses that I wish those difficulties would happen again. В своих молитвах она выражает желание того, чтобы всевозможные беды повторялись с ней снова и снова.
she's referring to the difficulties they experienced when the Pandavas were in the in the forest, in exile, and when they were, put into difficulties by the Kauravas. При этом она имеет в виду всевозможные трудности, через которые она и ее сыновья Пандавы прошли, будучи в ссылке, в лесу, и вообще им Кауравы причиняли множество беспокойств. That intensified their dependence on Krishna. Но это все только усиливало ее зависимость от Кришны. And that was a way in which their Krishna consciousness, or her Krishna consciousness, was increased and heightened. Таким образом, это послужило тому, что ее сознание Кришны увеличивалось. Of course, that's a very special situation and a very elevated devotee. Конечно, это особая ситуация и очень возвышенный, преданный. But still, that illustrates that if we are in difficulty, if a devotee is in difficulty, he should depend on Krishna and somehow take it as arrangement of the Lord. Но тем не менее, это показывает всем, даже обычным преданным, что такие ситуации нужно рассматривать как возможность усилить зависимость от Кришны и медитацию на него. But that doesn't mean that the devotee is trying to get into difficult situations. Что, впрочем, не значит того, что человек специально, преданный специально ищет трудностей. Or especially wants to create problems in its society so that people will be more dependent on Krishna. Или творить в обществе преданных какие-то проблемы с тем, чтобы преданные якобы больше от этого зависели от Кришны. No, the Pandavas, they also fought in the battle of Kurukshetra. They defeated the Kauravas and then they established very Krishna conscious atmosphere in the society. Вот Пандавы, например, они сразились с Кауравами, победили их в битве при Курукшетре, и потом установили такое правление, когда люди все спокойно, мирно могли практиковать сознание Кришны в их царстве. So they saw Krishna in all situations. Они видели сами Кришну во всех обстоятельствах, ситуациях. But it's better to create a peaceful and Krishna conscious atmosphere amongst society. Но в обществе лучше, конечно, создать такую мирную и спокойную атмосферу для сознания Кришны. So people can meditate on Krishna and engage in devotional service enthusiastically. Чтобы люди могли спокойно медитировать и служить Кришне с энтузиазмом. But still, material world is such that difficulties arise. Но тем не менее материальный мир таков, что трудности приходят сами по себе. So we have to face. И их нужно встречать лицом к лицу. But the best way to face is to be Krishna conscious. И самое лучшее при этом быть в сознании Кришны и зависеть от Кришны. Sometimes devotees were asking Prabhupada, if there is a war, big war, what shall we do? Иногда преданные спрашивали Прабхупаду, что если будет большая война, что нам делать тогда? So Prabhupada, you have to be Krishna conscious. Прабхупада отвечал, вы должны быть сознающими Кришну. And go on, encouraging others also to be Krishna conscious. И продолжать вдохновлять других быть в сознании Кришны. It's the only way to face difficulties. Это единственный способ встречать трудности здесь. Otherwise, what is the use of giving up Krishna consciousness? Иначе какой смысл оставлять сознание Кришны? But sometimes the demons become so powerful, they put so much pressure on the devotees that devotees become disturbed. Иногда демоны обретают такую силу, что оказывают давление на преданных такое, что те приходят в беспокойство. And the present atmosphere in the world is very disturbed. Вот такова вот сейчас обстановка в мире, очень такая спокойная. Prabhupada saying because the governments in Kali Yuga are full of demons. Поскольку, как Прабхупада здесь говорит, правители Кали-юги это в основном демоны.
and therefore the living conditions of devotees are disturbed. Поэтому преданные обеспокоены в своих жизнях. Well, it depends, of course, country to country. The conditions may be different. Конечно, в разных странах по-разному может быть. In different periods of time also, in the same country, devotees may be treated differently. И в одной и той же стране в разные периоды исторические к преданным могут относиться по-разному. In this country, some 30-40 years ago, it was much more difficult for devotees. Например, здесь лет 30-40 назад для преданных было гораздо тяжелее. Devotees can openly practice Krishna consciousness. Сейчас гораздо лучше, по крайней мере, преданные могут открыто практиковать сознание Кришны. But still there are also persons who are trying to harass devotees, disturb devotees. И тем не менее, даже сейчас есть люди, которые стараются доставить беспокойство преданным. Just like in the south of Russia, almost every year the devotees have to find new place for holding the festival. Например, вот на юге России практически каждый год преданным приходится менять место проведения фестивалей. Some local authorities may be unfavorable and put obstacles so they can't hold the festival, so they have to look in another area. Поскольку местные власти могут быть неблагоприятно настроены к преданным и строить какие-то препоны, и преданным приходится искать другое место. So anyway, we have to understand it's the nature of Kali Yuga. Мы таким образом должны понять, что такова природа Кали-юги. So as far as possible, we should create a favorable situation so devotees can practice spiritual life peacefully. И насколько возможно, мы должны стараться создавать преданным условия для мирной практики сознания Кришны. And Спокойной. same time we have to understand there are going to be difficulties from time to time. И в то же время понимать, что трудности будут в любом случае приходить время от времени. So when we're in a favorable and peaceful condition, we shouldn't forget Krishna. То есть, когда у нас все хорошо, мы умиротворены, мы не должны забывать о Кришне. There's tendency, when everything is going well, to forget God. Ведь есть такая тенденция, когда все у меня хорошо, я склонен забывать о Боге. Take the credit oneself. И переписывать себе заслуги вот этого положения. I'm very intelligent. I've created, favorable conditions in my life. Я такой разумный и все так устроил хорошо в своей жизни, все хорошо идет. We have to remember that, we are not so intelligent. Нет, мы должны помнить, что мы не настолько разумны. It is the Supreme Being who's supplying us so many facilities to live comfortably. Что есть высшее существо, которое снабдило нас всем необходимым для вот такой мирной жизни спокойной. Of course, people also have to use their intelligence. Конечно же, люди должны использовать свой разум. And can be given some credit for making some good arrangements. И за это, конечно, им можно отдать должное вот за то, что они так все устраивают у себя разумно в жизни. But at the same time, you should remember that our ability to create favorable conditions is dependent on the mercy of the Lord. Но в то же время мы должны помнить, что наши способности что-то такое в своей жизни устраивать хорошо, они в свою очередь зависят от милости Господа. So therefore, devotee is thankful to the Lord in all circumstances. Поэтому преданный благодарный Господу во всех обстоятельствах. And when in some difficulty, he also understands this is the nature of material world. И когда приходят трудности, преданный понимает, что это природа, такова природа материального мира. And therefore, he should go on depending on Krishna. И он поэтому продолжает зависеть от Кришны. Ultimately, Krishna will give us intelligence and help to overcome difficulties. В конце концов, Кришна даст нам разум преодолеть все эти трудности. And sometimes, as we see, when there's a very disturbed condition because of powerful demons, Krishna himself comes to adjust the situation and protect his devotees. А когда ситуация очень трудная, как вот здесь описано, то тогда сам Кришна придет и что-то такое сделает, чтобы ситуацию исправить. So it's very nice to see here how the demigods are appreciating the
help given to them by the Lord. Таким образом, очень замечательно вот наблюдать за этой ситуацией, как преданные полубоги благодарят Господа за Его помощь. They're not blaming the Lord in any way, but they're simply expressing their gratitude. Они ни в коем случае Его ни в чем не винят, но наоборот выражают Ему свою признательность. Now again, there will be peace and harmony within the universe, within the society. Сейчас опять они говорят, будет мир в обществе царить и во Вселенной. So devotees can peacefully practice their prescribed duties. И умиротворенно преданные могут продолжать выполнять свои обязанности. The darkness, the threatening situation has now been removed. И тьма вот этой пугающей ситуации теперь устранена. Here, so King Indra, he is also appreciating the exalted position of devotees. Здесь также царь Индра возносит должное, отдает должное возвышенному положению преданных. That for those who are absorbed in the devotional service of the Lord, material opulence is insignificant. Он говорит, что для тех, кто поглощен преданным служением Господу, материальные достояния являются незначительными. For demons, of course, material opulence is the most important thing. Но для демонов материальные богатства являются самой важной вещью. But the devotee understands that material opulence, it comes and goes. Но преданные понимают, материальные блага приходят и уходят. The material body, it comes and it goes. Материальные тела приходят и уходят. But the spiritual connection with the Supreme Lord is eternal. Но духовная связь с Верховным Господом вечна. So one who is engaged in devotional service, one who is engaged in chanting the Lord, remembering the Lord, he always feels that eternal connection. И тот, кто занят преданным служением, воспеванием славы Господа, памятованием о Нем, он вечно находится вот в этой связи. Therefore, he is not always struggling and hankering for material opulence. Поэтому он не борется и не жаждет этих материальных богатств. Of course, a devotee works, and Krishna may send him some opulence. Конечно, преданный продолжает при этом работать, и Кришна может ему что-то посылать. And in that case, the devotee will use that opulence liberally in the service of Krishna. И в таком случае преданный великодушно будет эти богатства использовать в служении Кришне. And if Krishna takes away that opulence, then the devotee also simply depends on the Lord. А если Кришна забирает все богатства, то преданный все равно продолжает оставаться зависимым от Кришны. Goes on chanting, goes on serving. Продолжая воспевать и служить. Just adjusts his living condition according to, his income. Он просто приспосабливает свою жизнь, начинает жить просто посредством. Just like Шрила Prabhupada, in times in his life his business was running successfully, but still he went on practicing and preaching Krishna consciousness. Например, в жизни Прабхупады были периоды, когда у него было достаточно материальных богатств, но он при этом продолжал служить Кришне и проповедовать. And again, there were times when there were difficulty in business, but he just went on practicing Krishna consciousness and preaching Krishna consciousness. Но точно так же он продолжал практиковать сознание Кришны и проповедовать, когда с его бизнесом было все плохо и он менял положение материальное. Krishna had opulent devotees. Krishna also had devotees who were poor. У Кришны есть и богатые преданные, и бедные преданные. When he went to Mithila, he was invited by two devotees. Когда Кришна отправился в Митхилу, его пригласили к себе домой двое преданных. The king of Mithila, Bahulashva, Царь Митхилы Бахулашва, and a very poor Brahmin, Shrutadev. и очень бедный браман Шрутадев. But since they were both sincere devotees, Krishna expanded himself into two, and his associates also, like Vyasadeva, who were with him, expanded into two.
И поскольку это были оба очень двое искренних преданных, Кришна принял оба приглашения и распространил себя в две формы, пошел к каждому, и то же самое сделали находящиеся с ним мудрецы, такие как Висадева. So Krishna was received with great opulence in the palace of the king. И во дворце царя Бхакулашу Кришну приняли с большой роскошью. And in the cottage of the Brahmin, they received very humble straw mats on the floor and very simple prasadam. А в хижине Брамана их встретила очень скромная обстановка, такие из соломы коврики, подстилки и очень простой просад. But Krishna was equally pleased. Но Кришна при этом был одинаково доволен ими обоими. He was not concerned with the opulence, he was concerned with the sincere bhakti. Его не заботили какие-то богатства, и его интересовала их искренняя бхакти. Once Duryodhana invited Krishna to his palace. Однажды Дурьодана пригласил Кришну в свой дворец. He made very opulent arrangements. И очень все пышно подготовил к этой встрече. Of course, his motivation was political. Конечно, его мотивом были политические цели. But Krishna declined to go to his palace. И Кришна отказался посетить его дворец. Instead, he went to Vidura's cottage. Скорее, он направился в коттедж. Well, cottage in Russian, cottage in English has a different meaning. Vidura was poor. Well, he was living simply. He was living very simply. Он отправился в относительно тоже простое жилище Видуры. And there, Vidura, he hadn't prepared to receive the Lord. И при этом Видура не был готов к встрече с Господом. But he asked his wife, "We have anything to offer the Lord?" И он спросил свою жену, у нас что-нибудь есть предложить? She had some bananas. У них были бананы. So they went to offer bananas to Krishna. И они начали их предлагать Кришне. And they began to peel the bananas, and they were so excited they're giving the skins to Krishna. При этом они были так возбуждены, что, очищая бананы, они все перепутали и вместо бананов давали шкурки Кришне. But Krishna was accepting. Ну, Кришна принимал их. Very sincere devotees. Он был это очень искренне преданный. So he's interested in the bhakti. Таким образом, Кришна интересуется только бхакти. And that's what attracts him. Это его привлекает. He's not impressed by big show of material opulence if the heart of that person is poisonous or envious. Его не ведет в заблуждение каким-то большим шоу в форме каких-то материальных достояний, если сердце человека при этом завистливо и наполнено ядом каким-то. And if the person harasses devotees, если тем более человек преследует преданных, definitely Krishna is not at all attracted. Совершенно, абсолютно точно, что Кришна не привлекается такими людьми. That's why he refused to go to Duryodhana's palace. Поэтому он и отказался идти во дворец Дурьодхана. So the devotees, therefore, they try to cleanse their hearts by practicing the regular principles of bhakti yoga. Таким образом, преданные стараются очистить свое сердце, практикуя регулирующие принципы бхакти-йоги. So their hearts will be cleaned. Чтобы их сердце стало чистым. So that Lord will be pleased to reside in their hearts. Чтобы Господь был доволен и согласился бы пребывать в их сердцах. So that they can remember the Lord in all times and circumstances. Чтобы они могли помнить о Господе всегда и во всех обстоятельствах. So anyway, material world is like that, sometimes peaceful, sometimes disturbed, but a devotee should go on remembering Krishna and practicing Krishna consciousness in all situations. И хотя материальный мир вот такой двойственный здесь, то все хорошо, то что-то плохо, тем не менее преданный всегда должен стараться помнить о Кришне и практиковать сознание Кришны. And in general, we should try to create favorable arrangement for the practice of Krishna consciousness. И в целом, естественно, мы должны стремиться создать
благоприятные условия для этой практики сознания Кришны. So thank you. Hare Krishna. Any question or comment? Вопросы или дополнения? Yeah. Скажите, пожалуйста, когда говорят о жертвенных дарах полубогам, то есть это, в чем они проявляются? Что это? Это реально ощутимая вещь или какое-то благочестие, которое получает полубоги? То есть это какие-то физические вещи, допустим, бананы там во время яги, там кладем зерно, то есть вот именно эти плоды, либо какие-то другие плоды. Что за плоды? What стихия means that благодаря. like this verse is described that yagik offering things which is offered during the yagyas. What it means? Some tangible things, some like bananas and so on, or some mentality, or what it means? It's a little hard to understand actually, but I'd assume it means that can't perform big yagyas and as they did in the previous ages, or as yagyas where the demigods are invited and so on and so forth. Трудно понять, и вот, может быть, имеется в виду такие пышные жертвоприношения, которые вот проводили в предыдущие эпохи, на которые приглашали полубогов. Лично они приходили. Lord Vishnu would come personally. Вишну приходил на такие яги. I mean, that's impossible in Kali Yuga. В Кали-югу невозможно такое проводить. And of course there may be certain countries where devotees are seriously oppressed. There may be certain countries now where devotees are seriously oppressed. А сейчас могут быть страны, где вообще преданных очень серьезно преследуют. I mean, China now, devotees are, they're very much restricted in what they can do. Например, в Китае преданные очень ограничены в том, чем они могут заниматься. They can't have big yagyas or public programs. Они не могут проводить большие яги или публичные программы. They have to be very careful. They can't go around wearing devotee clothes. Они не могут ходить так открыто в одежде преданных. So there's a lot of restrictions on their performance of yagya. То есть есть много ограничений в совершении яги. But still, more or less, they manage to do in apartments and so forth. Ну, они что-то придумывают в квартирах, что-то проводят. So there's but still, I mean, in general around the world, devotees are able to do sankirtan, chant the holy name, either in public or private, and take prasadam. Но в целом преданные повсюду в мире что-то все равно делают, либо публично воспевают, либо где-то приватно, и в любом случае вкушают прасад. So I assume therefore that this refers to very big, yagyas as were held in the previous ages. Я думаю, что здесь речь идет о больших ягьях, которые совершались в прошлой эпохе. Anybody like to comment here? His question, particularly, what is a yagic offering? What during the yagya, what benefit somebody should offer something which is goes to demigods. What benefit demigods gain from this yagya? What they gain? Is it the offerings that was exactly offered during the yagya, or is some kind of punya, or what the demigods gains from the yagya which are performed on earth? Well, both all kinds of things would be offered. I mean, foodstuffs, of course, but also
opulence, jewels, gold, silver. They would get those kind of benefits, and also punya. Certainly also From those who perform these yagas. Yes, and just from the yajna itself, they would get. То есть полубоги получали оба вида благ, и такие осязаемые материальные блага в форме хорошей пищи, золота, серебра, зерна и в таком духе драгоценных камней, а также и пунью, то есть благочестие от тех людей, которые выполняли эту ягью, и от самой яги как таковой. Ягья — это очень благочестивое деяние. They leave their families and come to Vrindavan, and only in loincloth, and they leave all the money with their families, and they come only with loincloth and japamala. My Lord Krishna, I have come to surrender to you. Прабхупада описывал такие ситуации, когда богачи реальные приходили во Вриндаван в одной набедренной повязке и с четками, оставив при этом все свои богатства своей семье, и говорили Кришне: «О Господь, я пришел полностью предаться Тебе». And Krishna says, that is all right, that is nice, but where is your money? Why you didn't bring some to offer to me? И Кришна на это им отвечает: ну здорово, что ты пришел предаваться, а что насчет твоих денег? Why you didn't bring some to offer me? Почему ты не принес чего-нибудь мне предложить? So anyway, according to our situation, we should serve Krishna in a simpler or more opulent way. Таким образом, в зависимости от ситуации, наше служение может быть более простым или более таким роскошным. But the main thing is that the heart should be generous. The mood of the devotee should be generous, willing to serve, willing to give, willing to. Но в любом случае умонастроение преданного должно быть одинаковое, при этом таким щедрым, с желанием все отдать, что у него есть в служении Кришне. Бывает, смотришь на преданных и замечаешь, что чем более возвышенный преданный, чем он серьезнее, тем более суровые испытания Кришна ему посылает. И порой ловишь себя на мысли, что становится страшновато, вроде сейчас предам и посыпется. Sometimes. Да, вот успокойте. He's asking about, please specify me, because sometimes we see that devotee become more elevated, and Krishna sent him some more serious test, yeah, and it brings some fear. Oh, I don't want to become like this. So, but at the same time, we should progress in Krishna consciousness. So. Anyway, Krishna can send you test at any stage. Но на любом уровне, в любом случае, Кришна вам пошлет испытания. So you have to try to be, prepared in all circumstances. То есть в любых обстоятельствах нужно быть готовым к этим испытаниям. And try to be Krishna conscious. И стараться быть в сознании Кришны. Be not worried too much whether I'm advanced or not advanced. Не очень-то озабачиваясь этой мыслью, продвинут я или не продвинут. Just try to be a humble servant of Krishna and Krishna's devotees. Просто нужно стараться быть смиренным слугой Кришны и преданных Кришне. Difficulty can come at any stage. А трудности, не беспокойтесь, придут в любом случае. Он просил успокоить нас. Asking for some specify for me. Please specify my fear, but instead you. Anyway, chant Hare Krishna. Но в любом случае
повторите Харе Кришна, будьте счастливы. Okay, Hare Krishna. Thank you. Grandraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaura Prema.